Иран и Оман согласовали маршрут через Ормузский пролив. При этом детали договоренностей еще уточняются. Израиль ударил по югу Ливана. Помешает ли атака переговорам? Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритин в Киеве встретился с президентом Зеленским и исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой. В МВД Германии рассматривают все версии инцидента в аэропорту Лейпцига. Не исключают и гибридную атаку. В Америке предвыборная гонка в Сенат. В Мичигане на праймериз демократов одержал победу прогрессивный кандидат. Спикер Майк Джонсон назвал его уже мини-Мамдани. Джанни Инфантино провел экстренную встречу с руководством ФИФА в Марокко. А калифорнийские ученые завели аккаунт для сурков на платформе для взрослых. Контент приличный. Просто таким образом собирают средства для исследований. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран и Оман согласовали географические параметры нового судоходного маршрута через Ормузский пролив. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, стороны завершают подготовку совместного заявления, если процесс не будет сорван третьими сторонами. По данным Reuters, обсуждаемая схема предусматривает, что суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут следовать по маршруту, который координирует Иран. При этом детали соглашения еще согласовываются, а окончательная договоренность пока не достигнута. В Тегеране подчеркивают, что даже после подписания документа безопасность судоходства в проливе автоматически не будет гарантирована. Ормуз остается одним из ключевых мировых маршрутов поставок нефти, через который проходит около 1/5 части глобального морского экспорта сырья. Переговоры активизировались после нескольких месяцев напряженности, когда движение судов в проливе оказалось под угрозой. Израильская армия нанесла серию ударов по югу Ливана, заявив, что это ответ на нарушение договоренностей со стороны движения Хезболла. Над приграничными районами поднялись густые клубы дыма. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате удара по городу Тибнин 1 человек погиб, еще 12 получили ранения. Незадолго до атаки израильские военные выпустили предупреждение с призывом к жителям деревни Мансури эвакуироваться, заявив, что намерены действовать против объектов Хезболла. Это стало первым подобным онлайн-предупреждением для Ливана более чем за месяц. Из Ливана. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что сегодня армия обороны Израиля разместила в социальной сети X новый приказ об эвакуации жителей деревни Мансури в округе Тир на юге Ливана. Это первый подобный приказ для населенного пункта в Ливане с момента объявления последнего режима прекращения огня 19 июня. По данным местных властей, на конец июля в деревне проживали около 1500 человек. Этот приказ появился в то время, когда перемещенные семьи в последние недели начали осторожно возвращаться в свои дома на юге Ливана, что подчеркивает, насколько хрупкой остается ситуация и с какой неопределенностью продолжают сталкиваться люди. Боевые действия по-прежнему затрагивают гражданское население на юге Ливана. Работы по сносу зданий, обстрелы и другая военная активность наносят ущерб жилым домам, сельскохозяйственным угодьям и объектам гражданской инфраструктуры. Многие семьи возвращаются в серьезно поврежденные дома, сталкиваются с ограниченным доступом к основным услугам, экономическими трудностями и угрозой неразорвавшихся боеприпасов. Тем временем, 6-месячный гуманитарный призыв ООН на сумму $639 миллионов, рассчитанный до конца августа, пока профинансирован менее чем наполовину, получено $295 миллионов. Обострение произошло на следующий день после очередного раунда американо-посреднических переговоров между Израилем и Ливаном, которые состоялись в Риме. Израиль утверждает, что операция стала ответом на нарушение достигнутых ранее договоренностей, тогда как ливанская сторона сообщает о жертвах среди гражданского населения. Госсекретарь США Марко Рубио встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом. Ожидается, что одной из главных тем переговоров стали война в Украине, ситуация вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе. Накануне встречи Милибенд заявил, что возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив имеет важное значение для снижения цен на энергоносители и стоимости жизни в Великобритании. Подробности переговоров стороны пока не раскрыли. Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг впервые прибыл в Киев после назначения на должность и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоялся на следующий день после массированной российской атаки на украинскую столицу. Добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Я тоже рад вас видеть, сэр. Сожалею, что приехал в день, когда у вас была такая тяжелая ночь. Если честно, у нас почти не бывает простых ночей. Но сегодня была очень массированная атака. Спасибо большое, что вы здесь. Добро пожаловать. Они не хотят останавливаться. И я думаю, что они намерены продолжать и усиливать эскалацию
используя баллистические ракеты. По нашей оценке, которой я хочу с вами поделиться, они будут наращивать производство таких баллистических ракет. Защищаться — это не только оставаться на месте и ждать. Защищаться — значит также находить места, откуда Россия наносит удары, определять, откуда именно они атакуют нас, и пытаться уничтожить их возможности. Я с нетерпением жду встречи с исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой. Мы уже говорили по телефону, а сегодня днем увидимся лично. Увидитесь с ним сегодня? Да, позже сегодня. Хорошо. И речь пойдет не только о том, что еще Великобритания может предоставить Украине. Я также осознаю свою личную ответственность, особенно в рамках контактной группы, вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом за мобилизацию международной поддержки. В Германии продолжают расследование инцидента в аэропорту Лейпциг-Галле, где рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124 «Антонов» обнаружили беспилотник. Министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее очень серьезным инцидентом и заявил, что власти рассматривают версию гибридной атаки. По его словам, пока следствие проверяет все возможные версии: происхождение дрона, возможное взрывное устройство и круг причастных лиц. Прежде всего, должен сказать, что мы исходим из того, что имеем дело с очень серьезным инцидентом, связанным с безопасностью. По моей оценке, речь идет о сценарии гибридной атаки. Все нынешние предположения относительно взрывчатого вещества, конструкции устройства, самого дрона, его происхождения и, конечно, того, кто за этим стоит, теперь являются предметом расследования и должны оставаться в его рамках. Любые спекуляции по этим вопросам могут оказаться ошибочными и увести в неверном направлении. Сейчас главная задача — провести расследование по всем возможным версиям. Вместе с тем, я вполне понимаю, почему возникает ощущение, что подобные угрозы не являются делом рук любителей. Напротив, для их подготовки и реализации требуется очень высокий профессиональный уровень. Здесь необходимы серьезные технические знания, а также опыт обращения со взрывчатыми веществами. Ничто из этого не указывает на действия дилетантов. Мы говорим о профессиональном сценарии гибридной угрозы, которому необходимо и дальше противодействовать. Мы имеем дело с противостоянием, в котором, возможно, также задействованы иностранные государства. Это станет предметом расследования. Очевидно, что цель подобных действий — посеять серьезную неопределенность и чувство незащищенности в Германии. Причем речь идет не только об аэропортах, но и о других объектах. И не только о беспилотниках, но и о других возможных способах воздействия. Все это является частью той гибридной угрозы, с которой мы сталкиваемся сегодня. Большое спасибо. Правящая коалиция Турции внесла в парламент законопроект, который должен стать частью мирного процесса с запрещенной в стране рабочей партией Курдистана. Документ предусматривает правовую защиту для части бывших членов организации и отсрочку исполнения наказаний для осужденных, если они не причастны к умышленным убийствам и другим особо тяжким преступлениям. Законопроект предусматривает положения и по другим преступлениям, за исключением умышленных убийств, а также не распространяется на лиц, в отношении которых ведется расследование или судебное преследование по делам, предусматривающим пожизненное или особо строгое пожизненное заключение, назначенное до 2005 года. Для членов организации, в отношении которых ведется расследование или судебное преследование за преступления, совершенные в рамках деятельности организации, такие как руководство, членство, пособничество или пропаганда, мы предлагаем 5-летнюю отсрочку исполнения наказания, если срок лишения свободы составляет до 15 лет. Для тех, кто осужден на 15 и более лет, включая пожизненное и особо строгое пожизненное заключение, предлагается 10-летний период отсрочки. Цель состоит в том, чтобы создать справедливую, реалистичную и юридически определенную основу для возвращения этих людей в общество после полного распуска и ликвидации организации. Мы уже обсудили ситуацию тех, в отношении кого ведется расследование или судебное преследование. Но что будет с теми, кто уже осужден? Для них действуют те же исключения. Лица, осужденные за умышленное убийство, а также получившие пожизненное или особо строгое пожизненное заключение до изменений в Уголовном кодексе 2005 года и уже отбывающие наказание, не подпадают под действие закона. Для остальных, осужденных за членство в организации, руководство ею, пособничество или пропаганду, предлагается 5-летний период отсрочки при сроке наказания до 15 лет. Если срок превышает 15 лет,
включая пожизненное и особо строгое пожизненное заключение, предусмотрен 10-летний период контроля. 6-месячный срок подачи заявлений начнется после того, как все предусмотренные механизмы, включая механизм проверки полного разоружения и распуска РПК, будут опубликованы в официальном вестнике на основании решения Совета национальной безопасности. Заявления будут подаваться в соответствующие прокуратуры. Для находящихся за рубежом процедура также начнется через обращение в наши дипломатические представительства, посольства, генеральные консульства и консульства. Власти называют документ шагом к завершению конфликта, который продолжается более 40 лет. Законопроект поддерживает правящая коалиция, прокурдская партия ДЭМ и большинство парламентских партий. Ожидается, что парламент рассмотрит его уже на этой неделе. Рабочая партия Курдистана начала вооруженную борьбу против турецкого государства в 1984 году, первоначально добиваясь создания независимого курдского государства. Позже организация сосредоточилась на требованиях автономии и расширения прав курдов. За более чем 40 лет конфликт унес свыше 40 тысяч жизней. Турция, США и Евросоюз считают РПК террористической организацией. В 2025 году лидер РПК Абдулла Аджалан, отбывающий пожизненное заключение, призвал организацию сложить оружие и самораспуститься. После этого Анкара начала подготовку законодательства для реализации мирного процесса. Прогрессивное крыло Демократической партии одержало важную победу на праймериз в Мичигане. В борьбе за выдвижение в Сенат США победил врач Абдул Эль-Саед, который обошел поддерживаемую партийным руководством конгрессвумен Хейли Стивенс. Во время кампании его оппоненты получили десятки миллионов долларов поддержки от внешних комитетов. Однако Эль-Саед заявил, что победу ему принесла работа с избирателями и внимание к вопросам стоимости жизни, здравоохранения и экономики. Мы бросили вызов целой политической машине. Считается, что невозможно победить, когда против тебя направлены 70 миллионов долларов внешнего финансирования. Это рекордная сумма, потраченная против демократа на праймериз. Говорят, такое невозможно выиграть, но мы показали, что сила множества людей больше, чем сила их денег. Мы доказали, если шаг за шагом строить движение, ездить по всему штату, встречаться с людьми, и в больших залах, и в маленьких комнатах, начинать этот разговор тогда, когда людей еще не интересуют выборы, а волнуют цены на бензин, продукты, жилье и медицинскую помощь, то можно создать движение, которое победит Голиафа. После победы политик призвал демократов к объединению перед выборами в ноябре, где его соперником станет республиканец Майк Роджерс. Между тем, спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже назвал Эль-Саеда одним из мини-Мамдани. Полагаю, это реакция на победу Абдулла Эль-Саеда вчера вечером. Прежде всего, хочу поздравить доктора Абдулла Эль-Саеда с этой победой. Он провел кампанию, которую лучше всего описывают его собственные слова. Деньги из политики. Деньги в ваш карман. Медикер для всех. Если именно такие простые принципы и убеждения заставляют конгрессмена Джонсона делать подобные выводы, то это лишь показывает, насколько глубоко республиканская партия утратила связь с проблемами работающих американцев. Мы увидели, что, несмотря на более чем 60 миллионов долларов внешнего финансирования, он смог победить, сосредоточив кампанию на кризисе стоимости жизни и на том, что медицинская помощь остается недоступной для многих людей, которые своим трудом сделали эту страну такой, какая она есть. Победа Абдулла Эль-Саеда на праймериз Демократической партии в Мичигане может сделать этот штат одним из главных полей борьбы на выборах в Сенат США. В ноябре ему предстоит встретиться с республиканцем Майком Роджерсом, которого поддерживает президент США Дональд Трамп. Эль-Саед, представляющий прогрессивное крыло демократов, победил более умеренную соперницу Хейли Стивенс. Если он выиграет всеобщие выборы, то станет первым мусульманином в истории, избранным в Сенат США. Политологи считают, что эта кампания станет проверкой того, насколько кандидат с прогрессивной повесткой способен победить в одном из ключевых колеблющихся штатов. При этом ожидается, что обе партии значительно увеличат расходы на предвыборную борьбу, а одной из центральных тем останутся разногласия вокруг политики США в отношении Израиля и войны с Ираном. Это важный момент, потому что речь идет о победе кандидата левого крыла на праймериз Демократической партии в колеблющемся штате, который уже несколько раз голосовал за Трампа и где предстоит одна из самых конкурентных гонок за место в Сенате. Теперь мы увидим настоящую проверку того, способен ли кандидат такого типа добиться успеха на всеобщих выборах.
И я думаю, что в итоге партия объединится, но сейчас проверяется сразу несколько вещей. Есть ли предвзятость по отношению к кандидатам с немодернистскими взглядами в колеблющемся штате? Есть ли предвзятость к кандидатам, которые раньше не занимали выборных должностей? И есть ли предвзятость по отношению к кандидату-мусульманину? Все эти вопросы уже изучались в исследованиях, а теперь мы фактически наблюдаем их проверку в реальных условиях. Европа сталкивается с последствиями затяжной жары и рекордного обмеления рек. Низкий уровень воды уже влияет на энергетику, судоходство и промышленность, а международные организации предупреждают, что последствия климатических изменений могут затронуть и мировую продовольственную безопасность. В Германии уровень Рейна в районе Дуйсбурга почти сравнялся с историческим минимумом 2018 года. Из-за этого грузовые суда вынуждены брать на борт меньше груза, чтобы не сесть на мель. Перевозчики говорят о резком росте затрат и предупреждают, что часть грузов приходится переводить на железную дорогу и автомобильный транспорт. По словам представителей отрасли, строительство специальных судов для мелководья занимает годы и не может быстро решить проблему. Немецкие метеорологи называют нынешнее лето одним из самых жарких за всю историю наблюдений. По их данным, в ближайшие дни существенных осадков не ожидается, а значит, ситуация с уровнем воды может ухудшиться. Словенская атомная электростанция Кршко снизила мощность до 80%. Причина – низкий уровень воды и высокая температура реки Сава, которая используется для охлаждения реактора. На станции сообщили, что при дальнейшем ухудшении гидрологических условий выработка электроэнергии может быть сокращена еще сильнее. Проблемы из-за аномальной жары затронули и соседние страны. В Венгрии АЭС Пакш уже была вынуждена уменьшить мощность нескольких энергоблоков из-за слишком теплой воды Дуная. В Румынии из-за снижения уровня воды в Дунае сократилась выработка на гидроэлектростанциях, а судоходство на отдельных участках реки оказалось затруднено. Ранее о снижении производства электроэнергии также сообщала Сербия. Продолжительная жара и рекордное обмеление крупнейших рек Европы все сильнее влияют на работу энергетической инфраструктуры региона. Президент ФИФА Джанни Инфантино провел экстренную встречу с руководством организации в Марокко на фоне крупнейшего за последние годы кризиса внутри мирового футбола. Поводом стал отказ от инициативы FIFA Football Enterprises, проекта, который предусматривал передачу части коммерческих прав чемпионата мира новой компании с привлечением частных инвестиций. План предполагал продажу 20% новой структуры инвесторам и привлечение около $4,2 миллиарда на развитие футбола. Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны УЕФА и ряда национальных федераций. Противники проекта заявили, что участие частного капитала поставит коммерческие интересы выше интересов самого футбола. Я бы сказала, что это лишь последний в череде эпизодов, которые подрывали его авторитет. Все началось не сегодня. Можно вспомнить историю с Суперлигой и ролью ФИФА в 2023 году. Затем были политические союзы и решения, которые вызывали беспокойство у многих, особенно в Европе. Были вопросы, связанные с чемпионатом мира, например, стоимость билетов для болельщиков. А ведь если забывать о болельщиках, это очень опасно, потому что без них футбол просто не существует. Затем были случаи политического вмешательства, в том числе отмена красной карточки Фаларину Балагуну, что поставило под сомнение принцип справедливого судейства. Была и история с премией мира ФИФА, о которой члены Совета ФИФА ничего не знали. Все это говорит о глубоких проблемах в системе управления ФИФА. Да, сейчас кризис достиг кульминации, но это могло произойти и раньше. Разница в том, что инициатива FIFA Football Enterprises настолько противоречила основным принципам управления футболом. Наши решения должны приниматься, исходя из интересов развития игры на всех уровнях. Но как только появляется частный капитал, появляются акционеры, главная цель которых — прибыль. Тогда меняются и приоритеты. Можно расширять турниры не потому, что это полезно футболу, а потому что это выгодно. Возрастает риск для здоровья игроков. Цены на билеты устанавливаются исходя из максимальной прибыли, а не интересов болельщиков. Именно поэтому эта инициатива стала самым серьезным поводом для конфликта. Она затронула все проблемы, которые беспокоят нас уже долгое время. После отказа от проекта критика в адрес Инфантино не прекратилась. В Канаде премьер-министр Марк Карни заявил, что больше не доверяет президенту ФИФА. По его словам, руководство организации нарушило базовые принципы корпоративного управления, не поставив в известность ключевых руководителей и членов Совета о столь важной инициативе. Само по себе то, что в рамках надлежащего управления не сообщают своим ближайшим советникам, главному операционному директору, коллегам по совету директоров, о чем-то настолько важном, что это даже только рассматривается, не говоря уже о том, что предлагается, это, на мой взгляд, критическая ошибка. Такая ошибка должна иметь серьезные последствия, и после этого доверие к такому человеку утрачивается.
У них есть собственные процедуры для принятия подобных решений. Но лично у меня больше нет доверия к господину Инфантино после произошедшего, учитывая и сам факт случившегося, и его характер. Кризис усилил дискуссию о системе управления ФИФА и перспективах нового президентского срока Джанни Инфантино. Выборы главы организации запланированы на март 2027 года в Марокко. Ряд европейских футбольных ассоциаций уже заявил, что не поддержит его переизбрание, а в самом футбольном сообществе все чаще звучат призывы к реформе управления мировым футболом. Китай вывел на орбиту сразу 2 новых гиперспектральных спутника дистанционного зондирования Земли. Запуск состоялся с морской платформы у побережья города Хайян в восточной провинции Шаньдун. Ракета-носитель Smart Dragon 3 успешно доставила аппараты Oriental Smart Eye 1 и Oriental Smart Eye 2 на расчетную орбиту. По данным китайской стороны, спутники стали частью проекта «Восточный умный глаз», который предусматривает создание к 2030 году орбитальной группировки из более чем 200 аппаратов. Оптических, радиолокационных и гиперспектральных. Это уже 12-й запуск ракеты Smart Dragon 3. Она разработана для коммерческих миссий по выведению небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Морские запуски позволяют расширить возможности космической программы и повысить гибкость при выборе траектории полета. Необычный способ финансирования научных исследований придумали американские биологи. Ученые из Калифорнийского университета открыли на платформе с контентом для взрослых страницу с фотографиями и видео сурков. Проект получил название Only Marms и уже привлек $1000 на изучение животных. Исследователи подчеркивают, никакого провокационного контента здесь нет, только кадры из жизни сурков, снятые в естественной среде обитания. Сейчас животные активно набирают вес перед зимней спячкой, поэтому в лаборатории даже проводят традиционную неделю толстых сурков. Всего авторы проекта рассчитывают собрать $100 000 на продолжение многолетних исследований. Сначала нам отказали. Оказалось, что я не прошел проверку возраста. Хотя я сфотографировался с водительскими правами с обеих сторон, изображением профиля у нас был сурок, а не я. Мы публикуем только сурков, только контент с рейтингом G, без какого-либо взрослого содержания. Тогда нам ответили, вы должны подтвердить возраст всех участников. Несколько дней я думал, может, это и к лучшему. Но потом написал им, что мы никогда не сможем подтвердить возраст этих ребят, потому что это необычный способ собрать деньги на научные исследования, а участники — сурки. Я, правда, не стал уточнять, что все они несовершеннолетние. Самому старому сурку у нас 16 лет, большинство гораздо моложе. Решил не поднимать лишних вопросов. В итоге аккаунт все же одобрили, и с тех пор мы постепенно публикуем новые материалы.